Наше село под Киевом было в оккупации. Мы это все время находились в Киеве. У меня на канале уже есть видео, когда мы впервые приехали в село после освобождения. А сейчас я еще хочу показать, что мы обнаружили в доме после русских оккупантов. Я хочу немного рассказать хронологию событий. Русские зашли в наше село 13 марта. Об этом уже знали, нам позвонили местные. То, что об этом тревожно знать, это ни о чем, это гипертревожно. У нас во дворе повсюду расположены камеры, и мы потом уже смогли посмотреть, что 13 числа в наш двор еще не зашли, а с 14 в селе было отключено электричество и газ, слава богу. Можно только представить, что бы натворили эти орки, если бы им еще электричество и газ. Жителям села сказали на заборе написать слово «люди», чтобы понимать, где пустующие дома. Именно в такие дома они и заселялись. Наш дом оказался именно таким, без хозяев на момент оккупации. А учитывая расположение, он оказался еще и удобный с точки зрения обзора местности. В селе они появились неожиданно. Около 100 человек вместе с техникой, но это вместе с соседним селом. И в нашем доме расселилась разведка, командование, как нам уже потом рассказали местные жители. У нас до сих пор заминированы дороги, поля, много мин всюду. Идет постепенное разминирование или же подрыв этих мест. Везде растяжки, в посадках, в лесу, за селом. Итак, 30 марта нам позвонили и сказали, что русских в селе уже нет. Как только мы смогли, мы поехали туда. Вот такие вот пометки, что нельзя ходить по обочине, по дорогам. Это опасно. Так вот, когда мы приехали в село, до нашего приезда там не было украинских войск вообще. От слова совсем. Русские неожиданно вошли в село и спустя 2 недели также неожиданно вышли. И до нашего приезда украинские войска даже не заходили в село. В этом видео я покажу, что еще мы обнаружили в нашем доме после оккупантов. Я уже выкладывала видео, когда мы только приехали, но там снято не все. Тогда мы просто боялись заходить в помещение, заглядывать в пакеты, ящики, тумбочки. Мы знали, что русские заминировали дома и предметы быта. Минировали и уходили. Так что нам нужно было крайне аккуратно в наш дом зайти, в двор, в помещение. Мы уже знали, что опасно везде ходить. И на территории двора мы постоянно находили синий скотч, снятый, по-видимому, с мест минирования. Находили протянутые лески от растяжек, от гранат чеки. Знали мы, что русские помечали синим скотчем места минирования. Места, где установлены были растяжки. Места, где установлена на подрыв граната. Для чего именно синий скотч? Ну, скорее всего, для своих, чтобы самим не подорваться. Думаю, для этого. И наш двор был с такой растяжкой. Мы ее обнаружили, поэтому мы осторожно, не спеша заходили. А в подвальное помещение вообще мы туда спустились не сразу. Наверное, 3 недели спустя. Вот это все очень страшно и опасно. Вот чека гранаты. Где? Где-то граната. Блин, страшно. Чека есть, а гранаты нет. Кто-то будет носить чеку, когда куда-то бросил ее, нет.
И знаете, когда мы узнали, что российской армии дан приказ переход на самообеспечение, это было примерно в марте. Вот это было страшно. Боишься не просто россиян, нет, боишься происходящего. Самообеспечение – это когда позволено все, другими словами. На чужой земле армии позволено все. Официально им разрешено. Русский мир. И так шаг за шагом мы в доме обнаруживали всевозможные сюрпризы. И каждый раз приезжая, а здесь у нас огород, хозяйство, мы старались все-таки что-то починить, исправить, убирая этот дом. И знаете, я никогда не забуду этот запах. Все перемыть, и запах стоит какой-то металл с табаком, с какой-то грязью. Обязательно нужно отметиться основным сгустком интеллекта. Ну да. Чтобы русский да не расписался. На лбу себе еще бы расписался. Сидела, рисовала уже. Жрала. Кошмар. Ну, свинья. Свинья настоящая. Угу. Колесики поломали, уроды. И тут и жарили. Даже с горелки. Уроды. Боже, что только сюда не принесли. Божки. Кошмар. Разогреватель. А в этом помещении мы обнаружили такую интересную живопись на стене, просто на стене. То есть это вторая армия мира пользуется собственно написанной картой. Это карта местности. Ну, тут слов нет. Можно просто рассматривать подробно. И мы, конечно же, догадываемся, что где, но много чего нам не ясно. И во многом отношение к жителям зависело от командира. В нашем селе никого не убили, слава богу, а вот в соседнем и пытали, и убивали, и насиловали русские. Кто на тот момент находился в селе,
Сюда, кстати, эвакуировались из Киева родственники, народ из Киева, из Броваров. Никто ведь и не подумал бы, что сюда придут оккупанты. В итоге почти во всех домах были люди. Вот наш дом и еще парочка домов пустовали. В тех домах тоже расселились русские. Они почему-то решили, что раз там никого нет, можно влезть, раскурочить все, открыть все двери и жить. Зашли в село, установили свои порядки. 2 раза в неделю разрешали местным сходить в соседнее село на пекарку за хлебом. Итак, народ оказался в полной оккупации, в кошмаре и неведении. Отобрали у всех телефоны, хотя заряда хватило бы ненадолго. Электричества в селе все равно не было. Так, зашли в село, установили свои порядки, и когда соседка стала просить, сирена, когда соседка стала просить, пустите в Киев, дайте зеленый коридор, уже было невозможно выдержать, никакая психика не выдержит летающие вертолеты, бомбежки, обстрелы, то они, конечно же, согласились, мы дадим, мы-то разрешим. А вот в соседнем селе стоят уже другие военные. Они вас не отпустят. И действительно, проезжая мимо, мы видели в кювете машины. 2 машины, гражданские машины, расстрелянные. Это те, кто хотел уехать таким образом из села. А это вообще нельзя понять. Зачем надо было очки вот эти все изуродовать? Зачем? Причем очки эти не наши. Совершенно новые, либо с магазинов, либо из домов других жителей. Зачем? Набрать, чтобы поломать. Все поломано. Кошмар. Свиньи. Просто свиньи. И паёк. Пайки всюду. Мусорник. Орешки переел. Устроили себе тут сиденье. Ой. А это еще один топографический навигатор. И валялось порванное письмо. Постепенно, шаг за шагом, помещение за помещением. Очень осторожно мы продвигались дальше по своему дому. Это уже подвальное помещение. И здесь, в принципе, та же картина. Огромное количество одеял, подушек, матрасов. Все это стянуто. Такая картина на каждом этаже. Я уже показывала. Матрасы разрезали они, мягкие уголки, диваны, и тянули эти матрасы в другие помещения ниже. То есть диваны у нас стояли наверху, они их разрезали и тянули вниз. А вообще перемещение предметов по территории совершенно нелогичное. Шизофрения. То, что находилось в подвальном помещении, лежит в сарае. Из сарая предметы мы находим в доме наверху. В мусорных кульках часть обуви, книги, предметы быта. Почему-то они в мусорнике вместе с объедками.
с пищевыми объедками. А вот это спиртное, вернее остатки, которые они нашли в доме. Все спиртное выпито. Вообще мы постоянно рассуждаем на эту тему, а как это может совмещаться? Выпивший человек, и тут ему приказ в атаку или же обороняться. Я вообще не понимаю, как это совместимо в российской армии выпить. Они же пили тут ящиками. Местные рассказывают, с магазинов тянули все, что хотели, ящиками. Вот вы видели этот паёк российский? Это на одного человека, на сутки еды. Причем он мужик, и он будет голодным. А их в селе, учитывая, что их было около 100 человек, пайком таким не наешься. Но зато у них были украинские гривны. Не знали они номинала. И соседка говорила, что за 500 гривен десяток яиц покупали. В основном, конечно, они забирали, брали. То есть приходит человек во двор с автоматом, конечно, ему дадут все, что он попросит. Это же естественно. Так вот, откуда у российского солдата украинские гривны? Они же на самообеспечении. Грабили, в том числе и магазины. Самообеспечение. Да, а как одеты были эти вояки? Ходили по селу в гражданской одежде, в кроссовках, в женских кроссовках ходили. Ну просто смешно. Это обеспечена была так российская армия на начало вторжения. Но вы знаете, у нас есть фамилии тех военных, которые жили в нашем доме. Убегали и забыли ликвидировать. Они здесь были брошены. Знаете, брошены, как у русских принято говорить, на погибель. Соседки наши занесли телефоны своих домашних, чтобы в случае их гибели она могла позвонить и сообщить о том, что они погибли в Украине. Вы можете себе такое представить? Русский солдат оставляет свой номер телефона в оккупированном селе местному жителю, чтобы он позвонил домой в Россию и сообщил о том, что он погиб. Никакой надежды на своих, никакой, даже в случае гибели, прекрасно понимая, что о них даже не сообщат. Вообще в доме очень много испорченных книг, журналов, все порезано и порвано. В доме было также много и ручек. Поэтому покажу вам еще одно красноречивое доказательство ситуации российской. Вот они сами и нарисовали, что у них происходит. Надпись понятна, первая буква «Ж», как всегда свою зеточку и мечты о доме. Порваны, изуродованы книги. Скорее всего, они вырывали такие кусочки для самокруток. Притащили мешок тютюна и крутили себе сигареты. Вот в таком состоянии очень много книг. Знаете, в Древней Греции слово «идиот» означало человека, который не принимает участие в общественной жизни страны. Слова типа «я политикой не интересуюсь», «я вне политики», «давайте только не про политику». Это же о вас. Россия воюет в Украине, а вы все еще политикой не интересуетесь. Да, находим вот такие вот пробитые места, пробитую крышу, пробитые стоки.
Вообще нам соседи рассказывали, что из нашего двора постоянно была слышна стрельба, взрывы. Поэтому не странно. Многие места вот такие вот есть пробитые. Конечно же, частично пытаемся своими силами починить что-то по возможности. Поменяли пробитые ролеты. Окно еще предстоит поменять до холодов. И вот на месте, где стоял БТР, нашли такую рацию. Вторая армия мира. И, скорее всего, эта рация снята с какого-то такси. Ну, навряд ли это военная техника. Навряд ли. И помимо предметов, которые нужно было все найти, сложить по местам, вымыть их, естественно, починили вот эту дверь в погреб, починили, загрунтовали и покрасим. Дверь, которая входная дверь в дом, она разломана была пополам, решили ее, декоративную часть решили склеить и покрасить. Ну, в общем-то, входную дверь как смогли починили, поставили новый замок. Это все было выломано. Вот в таком состоянии была дверь. Ну, полностью раскуроченная. Выровняли декоративную часть, загрунтовали, покрасили ее, и, по крайней мере, из внутреннего помещения дверь уже приведена в нормальное состояние. Украина никогда не угрожала ни Белоруссии, ни России. Люди здесь просто любят свою родину и далеко посылают тех, кто пытается заставить насильно ее разлюбить. Ми тую червону калину підійме.